Привет, друзья! В этом видео будет об одном из самых удивительных и необычных существ в мире. Аксолотль – редкое древнее животное с достаточно неординарным внешним видом и интересным поведением. За последние годы это чудное создание завоевало огромную популярность в аквариумистике. Аксолотля заводят в качестве домашнего питомца, про него снимают ролики и придумывают мемы. Животное стало прототипом добряка-дракона из мультфильма «Как приручить дракона», вышедшего на широкие экраны в 2010 году, а в 2020-м аксолотля сделали одним из персонажей популярной игры Minecraft. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, как выглядит, где живет и как размножается аксолотль. Мы расскажем вам, как содержать его в домашних условиях и как за ним ухаживать. И самое интересное, вы узнаете, как аксолотлю удается ловко отращивать утраченные части тела. Но давайте обо всем по порядку. Название аксолотль происходит из группы ацтекских языков и образовано от слова «атл» — вода и «ксолотл» — собака, что буквально переводится как «водяная собака». Это определение полностью соответствует его внешнему виду и отражает уникальность этого существа. Аксолотль — это не отдельный вид животного, а неотеническая личинка хвостатой амфибии из семейства амбистомовых. Неотения — способность живых организмов прожить полноценную жизнь, находясь в личиночной или ранней стадии развития. Само слово «неотения» переводится с греческого как «растянутая юность». В процессе эволюции аксолотль приобрел способность жить и размножаться, не превращаясь во взрослый организм. По сути, все его органы, кроме половой системы, остаются в зачаточном состоянии. Вот он, секрет вечной молодости. Такое явление стало возможным благодаря особенностям работы щитовидной железы, которая не вырабатывает достаточное количество индуцирующего метаморфозы гормона тироксина. Однако, если изменить привычные условия обитания личинки, например, переместить в более сухую и прохладную среду, то она может превратиться во взрослую особь. Но есть нюанс. Теперь животное будет называться не аксолотлем, а амбистомой. Но это уже совсем другая история. Аксолотль выглядит словно инопланетный дракончик или причудливая игрушка. Его тело, что по форме напоминает тритона, имеет длину от 15 до 30 сантиметров и весит около 300 граммов. Как правило, за счет более длинного хвоста самцы вырастают крупнее самок. Личинка покрыта мягкой нежной кожей, которая может быть самых различных оттенков, от белого до черного, включая разные варианты серого, бурого и коричневого цветов. Характерной особенностью аксолотля является большая голова и широкий, как будто постоянно улыбающийся рот. Ну просто вылитый лунтик. Милую улыбку дополняют мелкие, но достаточно острые зубы. Также амфибия отличается маленькими черными глазами и 3 парами внешних махровых жабр, что буквально растут из задней части головы и развиваются в воде, словно веточки на ветру. Туловище аксолотля слегка приплюснутое с боков, а вдоль спины проходит плавник в виде гребня, который плавно переходит в хвостовую плавательную перепонку. Большой и достаточно подвижный хвост занимает около 70% длины туловища. Кроме того, у аксолотля есть 2 пары коротких конечностей. Передние лапы оканчиваются 4 пальцами, а задние — 5. Аксолотли являются достаточно привередливыми животными. В дикой природе они встречаются только в 2 пресных озерах Мексики — Чалько и Сочимилько. Водоемы находятся неподалеку от Мехико, на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Здесь чистая прохладная вода со средней температурой около 15 градусов Цельсия, которая идеально подходит личинкам для комфортного существования. Эти создания всю жизнь проводят в воде и являются отличными пловцами. Они выбирают глубокие места с обильной растительностью, где укрываются от хищников и чувствуют себя в безопасности. А благодаря своим конечностям животные легко могут передвигаться по дну водоема. Аксолотль — удивительное животное, которое может дышать 3 способами — жабрами, легкими и поверхностью кожи. Основным органом дыхания являются жабры, которые работают в чистой воде. Если же вода грязная и плохо насыщена кислородом, то аксолотль переходит на легочное дыхание, а жабры со временем атрофируются. Аксолотль ведет преимущественно ночной образ жизни. Днем он предпочитает отдыхать, а в темное время суток проявляет активность. Как и все представители хвостатых земноводных, этот миниатюрный дракончик является хищником. В
В природной среде он охотится на мелкую рыбу, улиток, ракообразных, водных беспозвоночных и даже на себе подобных амфибий. Да и сам способ питания довольно необычный. Аксолотль буквально засасывает в рот добычу, а затем перетирает ее мелкими зубами и небом. Как вы уже поняли, аксолотль не является заурядным животным. Но кроме вышеперечисленных качеств, личинка отличается еще одной особенностью – способностью к регенерации конечностей. Своим умением заново отращивать утраченные части тела это существо приковало к себе внимание ученых со всего мира. Вы не поверите, но у аксолотля могут отрасти не только конечности с полным восстановлением функций, но даже часть позвоночника или мозга. Часто случается, что голодная личинка откусывает часть плоти у своего собрата. Но это не проблема, ведь оторванная часть со временем восстановится. Да, эти милые улыбашки еще те каннибалы. Жуть. Но такая феноменальная способность амфибии дарит исследователям шанс сделать новое открытие в области медицины. История изучения аксолотлей началась в 1798 году, когда этот вид описал британский зоолог и ботаник Джордж Шоу. Ученые были поражены уникальными особенностями амфибий, в частности их способностью к регенерации и внешним видом. Долгое время в научном обществе велись дискуссии по поводу классификации аксолотлей и их видовой принадлежности. В начале XIX века известный французский натуралист Жорж Кювье не смог правильно классифицировать аксолотлей, хотя и заметил у них некоторую схожесть с амбистомами. И только спустя значительный промежуток времени под конец XIX века была доказана принадлежность аксолотлей к амбистомам и описано явление неотения. Примерно в то же время 6 уникальных личинок были впервые привезены из Мексики в Европу. В 1913 году австрийские ученые Бабок и Лаумемберг применили метод кормления аксолотля тиреоидином, гормоном щитовидной железы. В результате искусственным путем было достигнуто превращение аксолотля в амбистому. Удивительно, но несмотря на стадию личинки, аксолотли способны размножаться. Размножение водных дракончиков в дикой природе происходит 2 раза в год – весной и осенью. Между самцами и самками есть видимые внешние отличия. У самцов возле анального отверстия просматривается припухлость, а самки обычно толще самцов. Как и у амбистомы, у аксолотлей оплодотворение происходит внутренним путем. Самец откладывает несколько сперматофор на дно водоема. Затем самка подбирает их клоакой, общим отверстием для выделения мочи и принятия спермы. После оплодотворения самка откладывает икру, которая обычно прикрепляется к растениям в водоеме. По истечению 2-3 недель из икринок появляются мальки, похожие на рыбок. Постепенно малыши претерпевают метаморфозы, развиваются и превращаются в аксолотлей. Этот процесс занимает несколько месяцев, и уже в возрасте 1 года личинка достигает половой зрелости. Период максимальной плодовитости аксолотля приходится на возраст 2-3 года. При этом особи старше 6 лет размножаются все реже. Если вы уже прониклись симпатией к этому милому дракончику, то спешим вас обрадовать еще больше. Вы можете завести аксолотля у себя дома. Эти животные являются одними из самых популярных экзотов для домашнего содержания. Но прежде чем вы приобретете себе милого улыбающегося друга, необходимо ознакомиться с важными особенностями содержания, которые будут влиять на качество жизни и здоровье вашего будущего питомца. Аксолотли нуждаются в просторном аквариуме, где будет достаточно места для плавания. Чтобы избежать каннибализма, на одного взрослого аксолотля требуется аквариум объемом до 50 литров. При этом важно обратить внимание не на высоту и глубину, а достаточно просторную горизонтальную площадь. Вода в аквариуме должна быть чистой и безопасной. При этом каждую неделю нужно добавлять в емкость около 20% свежей воды. Кроме того, следует учитывать оптимальные параметры воды: температуру 13-20 градусов Цельсия, кислотность 7-8 pH и жесткость 6-16 DH. Слишком теплая вода выше 23 градусов вызывает у амфибий стресс и может привести к гибели животного. В аквариуме следует использовать подложку, которая будет удобной и безопасной для аксолотля. Хорошим вариантом является песок или грунт без острых краев, чтобы избежать возможных травм. Тусклый свет и укрытие также необходимы для комфортной жизни личинки в неволе. Кормить аксолотля нужно раз в 2-3 дня животной пищей или сухими кормами. Амфибия быстро привыкает к людям, однако не стоит ее брать руками, ведь неохлажденные руки будут слишком горячими для хладнокровного животного. При правильном содержании такой питомец может прожить до 20 лет. При том, что в дикой природе аксолотли
аксолотли живут почти вдвое меньше. К сожалению, аксолотли являются критически уязвимым видом, что находится на грани вымирания. Согласно последним наблюдениям ученых, численность популяции в озерах Чалько и Сочемилько составляет всего около 1200 особей. Сегодня эти личинки находятся под защитой правительства Мексики и под контролем Конвенции о международной торговле видами, находящимся под угрозой исчезновения. Основными факторами, что спровоцировали сокращение популяции аксолотлей, стало загрязнение естественной среды обитания, ухудшение качества воды, внедрение инвазивных видов, а также незаконная торговля. Истребление улыбающихся амфибий началось много веков назад. Когда-то на них охотились ацтеки и употребляли в пищу. Позже мексиканцы стали есть мясо личинок в чистом виде. Более того, даже сегодня можно встретить аксолотля в Мексике на рыбных рынках. Предотвратить полное исчезновение этих животных помогут меры по защите их мест обитания и контроля уровня загрязнения воды. Кроме того, регулярное информирование общественности о значимости и уязвимости этого вида, а также запрет незаконной торговли увеличат шансы на выживание. Аксолотли — удивительные существа, способные приносить новые эмоции и впечатления всем окружающим. Мы уверены, что никто не останется к ним равнодушным, а многие с удовольствием завели бы в своем доме такого маленького друга. Но помните, что в домашних условиях, что в дикой природе, аксолотли нуждаются в заботе и бережном отношении людей. И если мы все сделаем правильно, то следующие поколения смогут увидеть удивительных амфибий не только на экранах монитора, но и своими глазами. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какие эмоции вызывает аксолотль у вас.